Вот, друзья, скажите мне, насколько вас бесит вот этот вот Google TV Launcher, да? И многие не покупают Google TV приставки только из-за неудобства вот этого вот этой оболочки, и зачастую она у кого-то даже притормаживает из-за того, что она Google TV, и вы такой, ну блин, ну не буду, не нравится мне Google TV. А что если я вам скажу, что может быть вот так вот? Та-дам! Вот так вот он выглядит. Очень классно выглядит. Действительно очень хорошая штука. В том плане, что это полностью кастомизированный лончер, который можно установить. То есть, ну, например, вы можете создать для себя, там, давайте перейдем его и добавим вот эту штуку там в избранное. И у нас появится вот в избранном AIDA 64. Но чтобы, ну, сейчас он тут просит кое-что включить, потому что сейчас я вам покажу, как его установить полностью. Но чтобы он работал полностью, вам необходимо дать кучу разрешений и всего остального. И мало того, этот лончер будет работать и при автостарте, и при, скажем так, нажатой вот этой вот кнопке «Домик». То есть это полная замена, полная кастомизация, полная замена с родительским контролем именно Google TV лончера. То есть на канале Технозон. Поехали. И начинается все с того, что даже вот этот вот лончер, он может иногда притормаживать, и сама по себе приставка будет работать с тормозами. Ну, бывает такое на Google TV. С чего же нам начать? Нам нужно для начала запустить Google Play Store. Но перед этим, пожалуйста, подпишитесь, нажмите колокольчик, и ссылки на хорошие ТВ-боксы лежат в описании под видео. Например, на Android TV-боксы, на которые не нужно никакие лончеры ставить. В общем-то, смотрите, мы идем на Google TV в раздел «Приложения». Это, кстати, можно сделать на любом ТВ-боксе, даже с чистым андроидом. В принципе, мы решаем проблему сейчас Google TV. Нам нужно как-то запустить это все. Можете попробовать в поиске найти, но Google TV работает крайне плохо. Есть два способа запустить именно Google Play Store. Вы можете нажать на кнопку голосового поиска и сказать Google Play Store, и он запустит именно Google Play, либо пойти в настройки, во все приложения, найти его там и потом запустить. В принципе, такой тоже вариант подходит. Идете в поиск и вбиваете просто-напросто слово, можете, ну, на английском launcher, да, там launcher многие читают, хотя правильно читать launcher. А вот на букву L у меня он сразу выбило Projectivity Launcher. Это альтернативный лончер для Android TV, разработанный специально для телевизоров и тому подобного. То есть заходим «Установить», нажимаем, и теперь у нас начинается небольшое приключение. Объясню. Дело в том, что вам, скорее всего, понадобится мышка, либо если у вас пульт с аэромышью, то отлично подходит. Можно открывать прямо отсюда. Открываем, и мы видим у нас приветственное окно, и поехали. Давайте направо, он тут описывает все. Вообще, чтобы вы понимали, я всего лишь даю вам вектор, потому что основной прикол у нас всего это дело описан на FOPDA, есть, можете зайти, почтить на 4PDA. Я специально ссылку тоже закину в описании под видео, и сможете там, в принципе, и скачать последнюю версию, если вы не знаете, где его взять, либо, допустим, почитать про разные моменты, настройки и тому подобное. Здесь нам нужно давать разрешение. Разрешаем, конечно же, предоставляем доступ к уведомлениям в разделе «Особые». А вот здесь вот момент. Простым пультом этот доступ к уведомлениям в Google TV сделать нельзя. Не знаю, возможно, у вас можно. Я использую мышку, подключил через USB-шку. Я использую сейчас Xiaomi Mi Box S2, Xiaomi Mi Box S Gen 2. Выходим назад, и не домик, а назад. Разрешаем анонимное использование отправку начетов и нажимаем «Начать». Это еще не все. У вас сейчас запустится первично лончер, и если вы нажмете на домик, то он вывалится все равно в Google TV Launcher. Следующим шагом идем в настройки. Все настройки. Идем в систему и в специальные возможности. Возможно, у вас выглядит не так, но вам нужно найти специальные возможности. Опускаемся до Projectivity Launcher и включаем его в специальных возможностях. Все. Теперь, если вы его нажмете на домик, выйдете в меню и запустите принудительно, и вы запустили, то вам остается всего лишь пойти в настроечки. Давайте в настройки вверху. Здесь у нас различные категории есть. Это мы уже к визуальным моментам. Тут каналы можно. Идем в настройки Projectivity Launcher. Идем в основные. И нажимаем «Переопределить».
текущий лончер. Вот теперь он будет вызываться по кнопке, потому что мы активировали все приложения. То есть, если я сейчас нажму на кнопку, то я вываливаюсь теперь текущий лончер. Ура! Google TV лончера нет. Все работает теперь быстренько, как вы видите. А теперь давайте посмотрим, что же здесь можно делать. Я знакомлюсь вместе с вами, поэтому мы сейчас будем с вами разбираться. Первое, что мне бросается в глаза, это то, что у нас здесь есть приложение для дистанционного управления. То есть мы можем просто-напросто сейчас отсканировать QR-код, что мы с вами попробуем сделать. Я сейчас сканирую QR-код, и у нас есть пульт. У нас есть пульт дополнительный, которым можно просто-напросто удаленно управлять. Это хорошая опция, но не самая лучшая, которая мне здесь нужна. Сам факт того, что здесь есть. У нас здесь есть информация о фоновом рисунке, об этом устройстве, в принципе, подробная информация. И это просто информативный какой-то блок. Служба специальных возможностей. Здесь мы можем с вами использовать альтернативную конфигурацию. Это значит, что просто-напросто исправляет проблемы на некоторых устройствах. Об этом можете детально почитать слева. У нас служба специальных возможностей включена. Теперь у нас снизу идем снизу вниз. Есть у нас профили экрана. То есть у нас есть различные профили экрана. Ими можно управлять, создавать. То есть их можно связать с источниками сигнала для автоматического переключения. Это если вы в случае чего на телевизор его поставили. Их можно вызывать. То есть можно список профилей, можно создать профили различные. Но тут уже нужен прикол того, что нужно будет премиум. Премиум стоит определенных денег, но даже в бесплатной версии можно пользоваться другими какими-то своими возможностями. В самих настройках Projectivity, в основных обычно это переопределение лончера, можно включать, выключать анонимные отчеты какие-то, сам по себе внешний вид использовать. Мы можем настроить категории и каналы, смотрите, показывает название категории, показывает значок перед заголовком, вертикальный интервал регулировать, скрыть строчки над выбранной, непрозрачность сделать, верхний отступ. Это уже чисто настройки визуальные, которые я вам советую попробовать сами. Какой мужчина не мечтает быть мальчиком, который разбирается с каким-то конструктором? Если вы уже этого не хотите делать, то не лезьте, установите и пользуйтесь как есть. Дальше, карточки. Показывает заголовок, радиус скругления углов. Это все тоже визуальные моменты. То есть у нас есть эффект выбранной карточки. Можно отбрасывать тень. Давайте сделаем отбрасывать тень. Можно включать предпросмотр видео, использовать динамические цвета, фоновый рисунок настраивать. То есть у нас можно выбрать, давайте, я динамические цвета выберу, вот так вот будет. У нас задержка обновления, игнорировать таймер на видеообоях. Короче, можно еще и видеообои ставить. Строка состояния. Можно показывать строку состояния. Заголовки слева. Можно показывать слева при запуске, показывать заголовок. Я сейчас все повключаю, буду разбираться, о чем там идет. И режим простоя лончера. У нас непрозрачность пользовательского интерфейса и подгружать карточки при прокрутке. Давайте, называется повышение отзывчивости за счет плавности. Управление электропитанием, то есть автозапуск при загрузке. Мы здесь можем выбрать, что нам запускать при загрузке. Это удобно. Очень удобно. Здесь мы с вами можем выставить и предотвратить автоматическое выключение системы при простое, включить обнаружение бездействия, тайм-аут простоя, действие при выключении, либо диалоговое окно питания, либо кнопка питания нажать дважды. Теперь родительский контроль. Задать код родительского контроля. Давайте любую комбинацию стрелок, это удобно. Давайте вверх, у меня будет лево вверх, право вниз, это так. И окей. Давайте лево вверх, право вниз, это так, для того, чтобы показать вам. Теперь не запрашивать код в течение 15 минут после успешной проверки, защитить настройки лончера, включить защиту в указанный период. Это важно, я вам сейчас покажу, как этим пользоваться. Дистанционное управление, это все понятно, и управление настройками можно экспортировать, импортировать и восстановить значение по умолчанию. Я вам расскажу сейчас, смотрите, в чем фишка. Мы только что с вами наклацали, смотрите, как теперь это все смотрится красиво. Смотреть далее, экран, знаете, вот действительно классно сделан. А теперь, например, сразу с родительского контроля, если зайти на приложение и зажать на него, то у нас здесь появляется целое меню управления приложением. Настройка приложения, открыть, удалить, запустить при загрузке, можно отсюда прям выбрать. Добавить в родительский контроль, давайте в родительский контроль его, и такое, раз, два, 3, 4, все. И теперь, если из Projectivity ланчера вы хотите запустить, то он будет запрашивать у вас комбинацию запуска. Но он в данном случае будет у нас не дает 15 минут. Далее, если мы зажмем, что у нас здесь еще есть? Переместить, скрыть и теперь далее. Добавить
в избранное видео, музыка, игры. Ну, например, мы можем в избранное приложение добавить. Либо переместить его. Вы поняли? Либо переместить. Смотрите. Ой, вот давайте. Вот, переместили. Теперь доступ к приложению ограничен. Мы поняли, что он под родительским контролем. Все, он открылся, то есть случайно нажал открыть. Теперь следующее приложение. Мы можем с вами, смотрите, переместить в категорию, например, в игры. И будет он отсюда перемещается, с ТВ-приложений туда. То есть у нас есть мобильные приложения, у меня установлены ими тоже. Их можно скрыть отсюда, допустим, запуск при загрузке. Для тех, кто хочет, например, настроить, чтобы... Ну, вот у меня человек сейчас покупал приставку, он настраивает, чтобы у людей открывался изначально какое-то приложение. Я хочу, чтобы у меня открывался Netflix. Я зажал Netflix, запуск при загрузке. И теперь, если я перезагружу свой TV-бокс, загрузится Projectivity Launcher и запустит Netflix. Удобно, удобно. Так можно сделать с любым приложением, например, для просмотра IPTV. Это все мега удобно. К тому же вы можете вызвать настройки Android, да, которые есть у вас стандартные. На домик нажимаете, возвращается назад. Смотреть дальше — это то, что вот там есть какие-то различные штуки, где вы что-то смотрели, добавляется смотреть дальше. Это очень удобно. А ну давайте, знаете, что хочу попробовать? Кстати, еще знаете, какой немаловажный аспект? Здесь есть Google Play Store ярлык, то есть в самом Google TV, как вы знаете, Google Play Store не отображается. Здесь он отображается в виде ярлыка. Если вы нажмете, он зайдет в Google Play Store. Отлично. Просто отлично. То есть вам не нужно теперь ничего изобретать. А знаете, что хочу? Хочу зайти, например, в какой-то YouTube и попробовать запустить его, добавить в избранное какое-то видео. Ну, давайте там какой-то там чиллаут, чудеса планеты. Нажать, добавить в плейлист, перейти на канал. А нет, здесь нельзя сейчас. Это была интеграция в Android TV, там можно было сделать такие приколы. Слушайте, ну очень-очень прикольное приложение, очень прикольный лончер. Можете разбираться, писать в комментах, что вы с ним сделали. Да, давайте изменим каналы. Какие у нас тут каналы? Mi Channel, нафиг, давайте. Google Play фильмы. А ну-ка ставим, давайте поставим популярные фильмы. Вы же понимаете, что здесь еще есть канал рекомендаций. Блин, твою ж налево. Это просто топовый лончер. Давайте, Кинотренд. О, каналчик Кинотренд включили. Ага, вот, есть. Смотрите, тут есть канал рекомендаций. Так, Нумчик добавили. Теперь что мы там еще? Ну, Матрикс добавили. Но давайте так, вы должны понимать, что здесь могут не добавиться некоторые каналы, которые конкретно несовместимы с ним, но это уже на вкус и цвет, все фломастеры разные, и всем нужно с этим как-то работать. Смотрите, ну вообще отлично. При том, что вы же можете их менять местами, вы можете их перемещать, например, это переместить вверх, да, там в самое не хочу, да. Что еще надо? Давайте я сейчас перезагружу, попробую приставочку. Давайте перезапуск и посмотрим, что получится. Мы же там навыставляли всего. Загружается наш Google TV. Ждем. И у меня сразу стартанул Netflix. Ну надо же, а. Вот он пошел в загрузочку. Все, у меня на выбор профиля. То есть у меня вопросов нет, все работает. К тому же вы можете изменить категории в настройках, например, мобильные приложения. Зачем мне здесь? Мы его раз и выключили, да, там, и все отлично работает. Также у нас есть видеозаголовок, да, заголовки видео, это то, куда мы можем закидывать чего-то. Сейчас его пока не видно, потому что там ничего нет. Отключить вот эту информацию. О, она тоже мне к чертовой бабушке не нужна. И все, вообще отличная тема. Ребят, в общем-то, я рекомендую, устанавливаем, пользуемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.